Всем привет! Сегодня мы поговорим о самых дорогих цветных карандашах. Возможно, вы могли подумать, что самые дорогие цветные карандаши это Polychromos от Faber-Castell, но на самом деле это не так. Самые дорогие цветные карандаши это Luminance от фирмы Карандаш. Да, Карандаш это фирма. Polychromos стоит 113 рублей за один карандаш, а Luminance стоит 200 рублей за один карандаш. По-моему, разница очевидна. И цена может объясняться тем, что Карандаш не выносит свое производство в Китай, а производит свой товар в Европе, где рабочая сила дороже. Я сейчас наверняка в очередной раз огребу комментариев по типу «Ты опять про эти дорогущие вещи, они никому не нужны, лучше расскажи о чем-то экономичном». Но я действительно считаю, что такие обзоры несут пользу. Вы можете посмотреть на дорогие материалы до того, как потратили на них деньги. Возможно, вы посмотрите и поймете, что они вам вообще не нужны. Ошибиться с дорогими вещами гораздо более неприятно, чем с дешевыми. Еще небольшой дисклеймер для тех, кто уже приготовился писать, что все это проплаченная реклама. К сожалению, нет. Я купила эти дорогущие карандаши за собственные деньги, поэтому можете быть уверены, что обзор будет действительно объективным. А если вы хотите, чтобы я продолжала в том же духе, вы можете проспонсировать покупку новых материалов для обзоров. Ссылка на Яндекс.Деньги будет в описании к этому видео. Но это, конечно, по желанию. Ну или просто пишите, на что бы вам интересно было увидеть следующий обзор. Вернемся к карандашам. Что это за фирма такая? Это швейцарская фирма, которая начала свою работу в начале прошлого века. В их ассортименте всевозможнейшие карандаши. Цветные, акварельные, пастельные, водорастворимые, масляные мелки, тушь, гуашь, графит. Если вы хотите увидеть огромный стенд с продукцией Карандаш, зайдите в мое видео о художественном магазине Финляндии. Там просто все великолепие в одном месте. Именно тогда я обратила свое пристальное внимание на этот бренд, потому что заметила, что в Финляндии Faber-Castell продаются в канцелярских магазинах, а в художественных, профессиональных продаются именно карандаши фирмы Карандаш. У Карандаш две линейки цветных неакварельных карандашей – Luminance, о котором мы сегодня поговорим, и Pablo. Линейка Pablo дешевле и отличается она твердостью. Твердость карандашей Pablo 6B, а Luminance 8B, представляете? Кроме того, карандаши Luminance обладают более высокой светостойкостью. Производитель советует мешать линейки между собой и использовать Pablo для прорисовки мелких деталей, потому что они тверже, соответственно. Цвета Luminance не совпадают с цветами Pablo. Я надеюсь, теперь вы разобрались, чем отличается одна их линейка от другой. Luminance – это довольно новая линейка цветных карандашей. Они выпускаются меньше 10 лет. Разговор об этих карандашах невозможен без некоторых сравнений. Во-первых, я уже сравнила их с точки зрения цены с лидером карандашного рынка Faber-Castell. Второе сравнение, которое напрашивается, это сравнение с карандашами Prismacolor. Почему? Потому что карандаши Luminance очень мягкие, чем славятся также и призмы. Мягкость это обусловлено тем, что и одни, и другие карандаши на восковой основе. Не на масляной, как Faber. Faber по твердости, по-моему, относится вообще к твердо-мягким карандашам, несмотря на то, что кажется, что они очень мягко наносятся. В чем загвоздка восковой основы? В том, что слой карандаша, который вы наложили, может иметь налет, и он, возможно, появится не сразу. Призмы этим грешат. Что касается карандаш, я не заметила никакого налета, по крайней мере пока. Для Luminance используется 4 типа синтетических восков, и каждый цвет имеет свою собственную формулу. Собственное количество и тип воска, используемого для обеспечения однородности твердости всех карандашей. То есть нет такой ситуации, что один карандаш мягкий, а другой твердый, один яркий, а другой тусклый. Если возвращаться к призмам, то, напомню, это карандаши, которые имеют культовый статус среди колористов. А колористы – это люди, которые увлекаются раскрасками. Призмы – очень яркие и мягкие карандаши, которые хорошо наслаиваются, но относятся к сегменту хобби. У меня нет в наличии карандашей призма, чтобы наглядно сравнить, потому что их не так просто достать в России. Но проблема не только в этом. Я не смогу использовать эти карандаши в работе, потому что они обладают низкой светостойкостью. То есть это не профессиональные карандаши, как я уже сказала.
Кроме того, судя по отзывам, они имеют большой расход и часто ломаются. Хотя их цветовая палитра очень обширна, и в ней есть те цвета, которые меня могли бы заинтересовать. То есть для меня люминанс — это карандаши, которые, имея мягкость, такую же, как призмы, при этом не имеют недостатков этих самых призм. Люминанс имеет превосходную светостойкость и не хрупкий грифель. Кроме призм, просто напрашивается сравнение с новыми карандашами от Derwent, которые называются Light Fast. Я заказала один на пробу. Они похожи как по концепции, так и по дизайну. Light Fast тоже заявлены как карандаши с непревзойденной светостойкостью. Нужно отметить, что Light Fast — это вторые по дороговизне карандаши после Luminance. На Джексонсе они стоят всего на несколько рублей дешевле, чем Luminance. А в передвижнике один карандаш стоит только, вслушайтесь, 300 рублей. Что-то мне подсказывает, что в России они продаются не так быстро, как хотелось бы магазинам. Насчет Derwent я пока абсолютно ничего сказать не могу, кроме того, что в их палитре есть цвета, которые меня очень интересуют. Если тот карандаш, который я заказала, меня порадует, я закажу другие оттенки. Дизайн корпуса. Дизайн мне нравится. Вот посмотрите, тут штрих-код прямо выгравирован. Это отлично, потому что обычно Derwent или Faber клеят наклейку со штрих-кодом. Если ее отрывать, то на карандаше остается клей. Его нужно удалять потом, потому что он неприятно клеится к рукам. Кстати, кто не знает, удалить этот клей легко с помощью масла. Но с этими карандашами так заморачиваться не придется. Эти серебряные гравировки красивые, но многие жалуются, что названия цветов читать неудобно. Я, пожалуй, соглашусь. К сожалению, на корпусе не указаны звезды светостойкости, и это не очень хорошо. Дерево качественно покрыто лаком. Приятно держать в руках этот карандаш. К сожалению, у меня нет упаковки, потому что я не хотела брать набор. Мне хотелось выбрать цвета самостоятельно. Вообще они продаются в красивых черных коробках. Люминанс поставляется в наборах по 20, 40 и 76 карандашей. Также есть набор с коробкой из дерева с 80 карандашами, 4 из которых повторяющиеся цвета. Палитра. Всего в палитре 76 цветов. Это не так много для цветных карандашей. И насколько я поняла, это из-за того, что в палитру добавляют только самые светостойкие карандаши. У меня 19 из них. Вы знаете, что в основном я рисую портреты, и это требует особенной палитры. Я заказала все цвета из палитры, которые будут полезны для изображения кожи. Все яркие цвета у меня есть в полихромосах. Они расходуются медленно, потому что реже их использую. Мне интересно именно сложные припыленные сероватые цвета. Если говорить о палитре полихромос, тут я опять буду сравнивать карандаш с Faber, там нет такого цвета, который можно взять и использовать в чистом виде для кожи. Вот цвет, который создан, по идее, для изображения кожи, довольно яркий. Чтобы цвет получился не вырви глаз, нужно всегда использовать смесь и тушить яркие цвета серыми или серо-зелеными. И вообще, когда я вижу наборы карандашей для портретов, где есть открытый желтый, открытый красный, мне хочется сказать hello, мне не нужен универсальный набор, которым я могла бы нарисовать весь портрет от и до, включая волосы и цвет глаз, и где мне необходимо будет для получения цвета кожи смешивать разные цвета. Мне нужно непосредственно цвета кожи. Именно такой набор я бы купила, не раздумывая. Я считаю, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот я себе и набрала идеальный набор Skin Tones. Самое главное — это белый карандаш. Он очень яркий, пожалуй, лучший из всех, что у меня были. И вот еще обратите внимание, весь смак здесь в том, что у нас есть информация о пигментах, которые используются для каждого оттенка. Это круто, это профессионально, такого нет даже у полихромос. Мы видим, что некоторые цвета имеют дополнительные оттенки с большим содержанием черного пигмента в составе. Вот у меня, например, есть 10% сепия и 50% сепия. Что касается смешивания и наслаивания, я сразу же решила их затестить. Быстрый и не очень аккуратный рисунок, просто для того, чтобы посмотреть, как работают эти карандаши. Естественно, это как бы портрет, потому что набор цветов именно для этого.
И обратите внимание, набор не универсальный, в нем нет синих, красных и нет черного, но портрет даже с таким набором нарисовать вполне возможно. Что я делала? Я давила на эти карандаши, как в последний раз. Пыталась выдавить из них просто максимум. Получается очень насыщенный толстый слой. Эти карандаши подойдут для техники, когда бумага покрывается полностью, без вот этого эффекта белых точек. Покрытие не матовое и на свету бликует. Ощущения похожи на ощущения от рисования масляной пастелью. Очень приятные. Вы, кстати, можете видеть, как при интенсивном рисовании образуются катышки. Также они образуются и когда вы рисуете масляной пастелью. Чтобы оценить покрытие, давайте сравним с карандашами Derwent. Derwent — это, между прочим, тоже профессиональные карандаши, но посмотрите, насколько они уступают в равномерности покрытия. У Luminance хорошие показатели наслаивания, особенно если вы не будете сразу полностью забивать текстуру бумаги пигментом, как это сделала я. Так что будьте внимательны, после какого-то количества слоев карандаш перестает ложиться поверх и начинает, наоборот, снимать пигмент. Тут эти карандаши тоже очень похожи на масляную пастель. Расход у этих карандашей гораздо выше, чем у полихромосов. Именно из-за их мягкости, но при том, что я давила на них максимально, грифель ни разу не ломался. Как вывод, я всегда говорю свое мнение, брать материал или не брать. Я считаю, что за этим люди и смотрят обзор, чтобы узнать мнение, а прислушиваться к нему или нет, это уже вопрос второй. Так вот, я считаю, что если у вас карандаши — это основной материал, то попробовать однозначно стоит. Советую сначала заказать один карандаш, тот оттенок, который вы часто используете в своих работах, ввести его в процесс и посмотреть на характеристики. И вот после этого уже можно будет решать вопрос, а стоит ли карандаш этих денег. Я решила брать. Я просто не вижу никакой альтернативы, такой, чтобы карандаш был такого же качества, но дешевле. В первую очередь, потому что меня интересуют некоторые уникальные цвета, которых я больше нигде не могу найти. А во вторую очередь, потому что для меня очень важен вопрос светостойкости, что отсекает от меня большое количество прекрасных карандашей. Но решать, как всегда, конечно, только вам. Спасибо за внимание и всем пока!